Всем привет, с вами Дима, и сегодня у нас обзор ремня из Китая. И в этом обзоре я расскажу вам, стоит ли покупать подобные ремни из Китая. Ремень стоит $10, и это в принципе такая не сильно высокая цена. Тем более в описании было указано, что ремень сделан из коровьей кожи. Также ремень имеет такой вот необычный вид. Здесь мы видим какую-то надпись дизайнерскую, и весь ремень сделан вот такую шашечку. Бляшка от ремня, по-моему, там можно было выбирать бляшку, я выбрал вот такую. И в принципе к ней у меня претензий нет, она выглядит отлично, нисколько не обшарпалась, ничего с ней не случилось после носки. Но вот к самому ремню и качеству материалов у меня есть претензии. На самом деле этот ремень недостаточно еще эксплуатировался, ему всего 2 месяца, и уже у меня есть негативные отклики, можно сказать так, об этом ремне. Вот видим, здесь написано 100% кожа, но я очень сомневаюсь в этом. Давайте посмотрим на недостатки. Ну, дырки видим, как оформлены. Здесь уже появились такие вот небольшие потертости за 2 месяца. И здесь вот уже совсем вот это, здесь я застегиваю вот на это отверстие ремень. И посмотрите, во что оно превратилось. То есть облезла кожа. Также по краям вот здесь уже пошли такие микро трещинки. Здесь тоже на обратной стороне все еще хуже. Здесь уже вообще целого куска нету. Здесь уже вот такие трещины серьезные. Все это отверстие уже полностью непригодное, я считаю. И так что действительно ремень очень как бы такой некачественный. Я вам не советую его брать. Ну и на каждый, видите, тут на каждом отверстии почти уже есть какие-то дефекты. Хотя ремню всего 2 месяца. Так что я вам не советую брать подобные ремни. Хоть и написано, что это 100% кожа. Но выполнено, конечно, ужасно просто. С вами был Дима. Ставьте лайки. Спасибо за обзор. Всем пока.